Ребятушки, привет! Сегодня я хотела заснять для вас один из моих любимых салатов. И для него было нужна корейская морковка. И знаете что? Я обошла несколько магазинов, и она здесь просто не существует. Они не знают, что это такое корейская морковка. Поэтому нам пришлось ее сделать. Я уверяю, она будет вкуснее намного, чем в магазине. Поэтому досмотрите данное видео до конца, ставьте лайки и вообще-то погнали! Самое главное для нашего рецепта это, конечно же, морковь и вот такая терка. Она называется либо терка для корейской морковки, либо шинковочная терочка. Мне нужно будет очень мало количества корейской морковки. Но вниз данного видео будет сколько я брала ингредиентов. И если вам нужно больше, то вы можете умножать на 2, на 3, на 4, насколько вам понадобится количество данной морковки. Для нашей корейской морковки я взяла вот такая мисочка с крышечкой. Мне просто будет удобнее это все закрыть и поставить его в холодильнике. Берем нашу терку. И насколько у нас полоски будут более длинные, насколько это будет круче. Поэтому мы берем под уклоном и начинаем. Показываю, что у меня получилось. У меня получились вот такие длинные, но и получились более вот такие коротенькие. Если честно, я очень переживала за свои пальчиков, потому что очень быстро происходят очень плохие вещи. На данном моменте мне нужно ее уже замариновать. Маринуем в сахаре пол чайной ложечки, где-то вот столько. И это тоже как бы по вкусу. И чайная ложка соли, вот столько. И берем чуть-чуть уксуса. Желательно, чтобы у вас был 6%, у меня, к сожалению, 10%, поэтому я буду брать реально пол ложки чайной. Если у вас 6, вы можете смело ложку туда полить. Потому что данный уксус, он просто пипец какой он кислый. И вот так мы сейчас хорошо это все размешаем. И пока оно там чилится, мы будем уже дальше делать приготовление к нашей корейской морковочке. И вообще, я не знаю, знаете ли вы, как вообще взялась корейская морковка. Это было очень давно, когда корейцы в ближайших 1900-х годов приехали на земли СССР, они не могли найти пекинскую капусту, потому что она тогда в этих землях не отращивалась. И они как бы хотели сделать свой любимый салат кимчи, а пекинка нету, и пришлось сделать что-то оригинальное. И они взяли морковку и сделали данный вид салата. Как по мне, очень оригинально и очень вкусно. Так, мы оставляем, чтобы это все чилилось. И сейчас приступаем к нашей второй стадии корейской морковки. Для нашей второй части салатика нам понадобится лук. Его нужно мелко-мелко нашинковать. Достали мы сковородку, налили маслечко, чтобы оно сейчас нагрелось, и отправляем наш лучок, чтобы поджарился. И к нашему лучку, это чисто по желанию, я добавлю один такой зубчик, чесночка, маленький зубчик, потому что здесь, например, у меня есть более большой зубчик, вот какие. Это нам потом понадобится, а этот сейчас. Нам нужно чисто, чтобы он дал аромат именно в масле. И тоже сейчас режем это мелко-мелко. Шинковали наш чесночок. Насколько мы можем мелко это все сделать. Но если хотите, можете это через пресс пропустить. Иногда я люблю так заморачиваться с ножом. Поэтому сейчас это я именно делаю. Так, что с маслом? Что с масличком? Наше масло уже готовое, раскаленное. Значит, пора это все богатство отправлять. Мы уже пожарили наш лук.
И пока он горячий, мы отправляем 1 ложка обычной паприки. Можете, конечно, взять ваше любимое, если вы любите, например, копченую паприку. Я в данном случае взяла копченую, мне больше она нравится. Отправляем вот 1 вот такая чайная ложечка, может чуть-чуть больше. И вот размешиваем. Размешали, вот что у нас получилось. И сейчас мы уже все будем собирать. Вот наша картошечка, морковочка. Сюда мы отправляем масличко. Так, отправили. Потом сюда мы отправляем, смотрите, у меня и есть кориандр, есть молотый и есть с зернами. Молотый кориандр мы добавляем вот где-то пол ложки чайной. И добавляем, наверное, вот где-то вот столько, скажем, 1/4 ложки обычного зернистого. И сюда у меня и есть гвоздики. Вот 3 штучки, 3 бубона, короче. Мы их тоже отправляем сюда. И у меня есть острое масло пири-пири. Ну, мне нравится больше, когда я добавляю чуть-чуть остринки в корейскую морковочки. Добавляем реально чуть-чуть, потому что маслечко такое ядреное. И сюда мы отправляем 1 зубчик чеснока. Он нам будет вот так просто. Не нужно 3, 4, 5, 10. Не нужно забивать вкус морковки, потому что с чесноком именно это можно и сделать. Поэтому нужно очень аккуратненько с ним. Масло вот это, которое у нас жарилось с луком, с чесноком, это просто шикарнейший. Вот запах офигенный. Так, добавляем чесночок. И сейчас нам нужно это все вот так размешать. Так, размешиваем очень хорошо морковочку, чтобы все специи разошлись, масло, ну, лук, чеснок, абсолютно везде. Так, наша морковка уже готовая, ее можно уже есть, но желательно ее оставить в холодильнике, ну, хотя бы на 1-2 часа, тогда она вообще замечательно будет, потому что все эти ароматы разойдутся и просто станут как одно целое. Сейчас можете где-то там почувствовать больше кориандра, где-то почувствовать, например, больше уксуса, где-то чесночка, а когда пройдут там час-два, это все зайдет везде, получится одна целая вселенная, и будем пробовать. Так что через 2 часов мы увидимся. Так, ребят, мы снова вместе, а это означает, что прошло целых 2 часа. Ну, потому что у нас морковка чилилась ровно 2 часа. Давайте посмотрим, что с ней произошло и как она изменилась во вкусе. Я сейчас насыплю, ну, потому что мы же не свинки, нам нужно красиво все это разложить. Вот так. Так. Ну, хватит. Итак, на запах. Отдает лучка жареного, паприки и кориандр. И слегка чеснок. Ну, а сейчас на вкус. О, чувствуется пери-пери и чеснок. О, класс, реально класс. Вот смотрите, когда вы это кушаете, сразу чувствуется хрустящая морковка. После этого идет вот эта, знаете, копченость какая-то. Это из-за паприки. Потом чувствуешь вот такая остринка, ну, скажем так, выше среднего, потому что даже, наверное, я тоже чуть-чуть уменьшила пери-пери, но рука дернулась. Поэтому у меня чуть выше среднего остринка. И на послевкусии ты чувствуешь кориандр и чувствуешь вот чеснок. И реально,
не нужно злоупотреблять именно с чесноком, потому что чеснок просто забьет все специи. Поэтому запомните, один средний зубчик, и на это все хватит. Попробуйте, это реально очень вкусно, и это ничего общего не имеет со той корейской морковки, которую мы привыкли с вами покупать в магазинах. Поэтому, если вам понравился данный рецепт, ставьте лайки, это для нас очень-очень важно. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч. Пока!